Здравствуйте, дорогие рыбы! Добро пожаловать на канал про астрологию. Меня зовут Виктор, а это ваш лунный гороскоп на следующую неделю с 6 по 12 мая. Множество разных событий может вас поджидать. Давайте поскорее узнаем подробности. Наливайте вкусный чай или кофе, подписывайтесь на канал, если случайно на него попали, и не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые прогнозы. Мы начинаем! Понедельник, Луна в знаке Зодиака Овен, в вашем втором доме гороскопа, а это активность в финансовом плане. Вы можете найти, наконец-то, работу, если вы в поиске. Выбрать какую-то организацию, которая будет вас устраивать по всем критериям, съездить на собеседование, выйти на подработку куда-то. У вас будет на это энергия и инициативность. Затем Луна в Овне – это стремление быть первым, показывать свое лидерство. Вы можете кого-то обучать техникам продаж, кому-то советовать, как пользоваться своими деньгами, куда их вкладывать, либо показывать людям, как вы распоряжаетесь своим бюджетом. Это тоже вполне интересная информация. Затем немедленно захочется реализовать идеи, которые к вам пришли в голову прямо здесь и прямо сейчас. Куда вложить деньги, куда их отложить, на что я буду копить. Вот прям идея пришла, и вы сразу захотите в понедельник ее реализовать в свою жизнь. Ну и также Луна в Овне усиливает родительские чувства. Второй дом – это семья, в которой вы родились, поэтому, возможно, потребуется финансовая помощь с вашей стороны маме, папе, родителям, близким. Может быть, будете одалживать какую-то сумму, либо наоборот брать в долг у своих родителей, чтобы какие-то свои финансовые трудности постараться решить. Второй дом – это также проявляется талант и способность зарабатывать деньги. Вы можете в себе открыть какую-то новую грань, благодаря которой вы можете зарабатывать еще больше. Ну, не знаю, вы там всю жизнь продавец-консультант, и вот может прийти озарение, что вы вот печете блинчики лучше всех, и начать даже на этом зарабатывать. Самое главное, не бояться проявлять свои способности. Вторник, Луна в знаке Зодиака Телец, в вашем третьем доме гороскопа, а это все, что связано с поездками, с командировками. Возможно, куда-то вас кто-то позовет за город, на дачу, просто куда-то поехать в другой город, попутешествовать немного. Поэтому все будет зависеть, конечно, от того, насколько вы к этому готовы. Одновременно с этим Луна в Тельце будет призывать вас к экономности, поэтому любые какие-то поездки вы будете сначала рассчитывать бюджет, а потом соглашаться ехать или не соглашаться. Третий дом гороскопа – это общение, это звонки, это какие-то переписки с какими-то близкими друзьями, либо с коллегами. Вот вторник вас, возможно, будут разрывать на звонки и на какие-то переговоры. Вообще, третий дом гороскопа – это обучение. И любая новая информация, которая будет к вам приходить во вторник, она будет усваиваться проще. Если вы решили, не знаю, повысить квалификацию, вы быстрее это сделаете, вы быстрее что-то изучите, какой-то новый материал, пока Луна будет в Тельце, в третьем доме гороскопа. Затем какие-то документы, какие-то бумаги, справки, если вы хотели получить, то вторник замечательно подходит для того, чтобы написать какую-то бумагу, заявление и тому подобное. Ну и также, когда Луна в Тельце, усиливается восприятие окружающей красоты. Вы словно можете замечать какие-то вещи, которые раньше не замечали рыбы. К примеру, красивый закат, цветочки, василечки, травушка-муравушка, дерево какое красивое, господи, надо его скорее сфотографировать. Вот вы будете как-то вдохновляться окружающей красотой, и это замечательно. Среда, новолуние, там же, в третьем доме гороскопа, в знаке Зодиака Телец. Это замечательное время, чтобы наконец-то закрыть какое-то дело, которое вы откладывали. Новая энергия, которая приносит новолуние, дает нам стимул и активность в этом смысле. Затем легче будет закрыть какие-то долги и отказаться от вредных привычек. В новолуние будет намного проще. Затем не стоит выяснять отношения с любимым человеком, потому что будут встречаться две энергии в новолуние, и найти компромисс или решение какой-то задачи внутри отношений будет сложнее, чем в другое время. Поэтому выяснение любых каких-то вопросов внутри семьи лучше переложить на следующую неделю. Затем в новолуние не стоит себя перегружать работой и обязанностями. Вы можете слить всю свою новую энергию на вещи, которые, в принципе, вам не так сильно важны. Но к чему призывает новолуние? Новолуние призывает к тому, чтобы мы ставили перед собой новые цели и достигали их, вообще расписывали свою стратегию к достижению новых целей.
И чаще задаем себе вопросы, когда новолуние. Вопросы такого характера: кто я, что я, чего я хочу, к чему я стремлюсь. И в новолуние, а оно действует 2 дня до и 2 дня после, с понедельника по пятницу, ответы на эти внутренние вопросы вы сможете найти намного быстрее или хотя бы приблизиться к этим ответам. Четверг, пятница и суббота. Луна в знаке зодиака Близнецы в 4-м доме гороскопа. А это желание пообщаться с родственниками, с родителями, с мамой, с папой, пойти на контакт, пойти на встречи. Вы будете легки на подъем. Вот куда-то родители позвали, и вы с радостью, с удовольствием с ними куда-то поехали. Либо захочется поделиться какой-то новостью, информацией с вашей мамой или с кем-то из родственников. Так что будьте внимательны. Также Луна в Близнецах – это потребность обменяться идеями и мыслями. И эти идеи могут возникнуть у вас в сфере недвижимости, в сфере жилья, в сфере переезда. Может быть, вы будете с родителями обсуждать ваш будущий переезд, или они к вам переедут на время, или наоборот, вы к ним переедете. Любые идеи касательно недвижимости вы захотите обсудить прямо здесь и прямо сейчас, в течение этих 3 дней. Затем Луна в Близнецах активизирует мозг до такой степени, что воображение, мечтательность у нас очень сильно развита в эти дни. Из-за этого может быть бессонница, поэтому будьте, пожалуйста, предупреждены мной, так сказать. Также Луна в Близнецах – это стремление браться за все дела сразу. Я советую вам, рыбки, все-таки расставить приоритеты в четверг, в пятницу и в субботу. Сначала что-то поставить на первый план, закрыть эту задачу, а потом перейти к другой, а не браться за все и сразу, потому что велика вероятность, что вы вообще ничего не закончите. Ну и также 4-й дом гороскопа – это какие-то переживания, внутренние переживания. Для женщин, когда Луна находится в 4-м доме гороскопа, это вообще сексуальная жизнь. Может быть, будут какие-то вопросы, переживания, связанные с этим, с интимной стороной жизни. Здесь все будет зависеть, конечно, именно от ваших желаний, чего вы хотите и каким образом вы можете это добиться. Воскресенье, Луна в знаке зодиака Рак, в вашем 5-м доме гороскопа. А это время, когда можно и нужно уделить свое внимание детям, с ними встретиться, с ними пообщаться. Захочется нежности, любви, ласки, доброты, тепла со стороны ваших детей. Или вы захотите как-то, вот знаете, проявить вот эту заботу. Если детей нет, то захочется почувствовать это вот от близкого вашего окружения, от любимого человека, от друзей. Вот просто почему мне не пишут, как у меня дела? Или почему я всегда всех зову, а меня никто никуда не зовет? Вот будут какие-то такие даже вопросы. А затем 5-й дом гороскопа – это ваше творчество, самореализация. Замечательно подходит воскресенье, чтобы вы занялись своим хобби. Вы сможете что-то придумать новое или вообще расслабиться, когда вы будете заниматься творчеством. Это тоже полезно. 5-й дом гороскопа – это выступление, шоу, презентации. Если вы будете планировать какое-то выступление перед аудиторией в воскресенье, то, в принципе, у вас должно все получиться хорошо. Потому что 5-й дом гороскопа – это еще и успех, и слава. Самое главное – быть уверенным, что у вас все получится. Идем только вперед, ничего не боимся, дорогие рыбы. Луна в Раке – это также состояние, когда мы возвращаемся в воспоминания, возвращаемся в какую-то такую в свое прошлое, ностальгия нас может охватить. Мы можем поехать в какие-то места, в которых давно не были, и ощутить эту атмосферу, посетить места, где вы были ребенком, свой родной город, или, не знаю, просто смотреть какие-то видео, фотографии, когда вы были маленькие. Вот захочется немножечко куда-то туда улететь, в свое прошлое. Ну и также Луна в Раке – это романтическое настроение, поэтому вечер воскресенья лучше провести в объятиях любимого человека. Если вы еще одиноки, рыбки, то проведите его за чашечкой кофе в компании нового человека. А если все-таки решите посидеть дома, то включите самый хороший, милый фильм и пригласите друзей. Дорогие, милые мои рыбы, в начале недели я советую вам обратить внимание на свой бюджет и рассчитать траты заранее. Лучше сделать это в понедельник, чем в конце недели, когда уже ничего практически не останется. В середине недели новолуние, а это время замечательно подходит, чтобы наконец-то перестать заниматься плохими привычками и поставить перед собой новые цели в жизни. Ну а также, возможно, кто-то из вас ответит на вопрос, в чем смысл моей жизни, именно в момент новолуния. А ближе к выходным посвятите время родным, детям, своему хобби, вы быстрее себя так восстановите. А в воскресенье
романтическое настроение, нежность, ласка со стороны вашего партнера вам не помешают. А если вы еще одинокие рыбы, то свидание, свидание и еще раз свидание. Выходите из зоны комфорта и начинайте менять свою личную жизнь. Воскресенье идеально для этого подходит. Спасибо большое всем за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, если случайно на него попали. Дорогие рыбы, я желаю вам любви, крепкой и взаимной, гармонии внутри вашей семьи, и чтобы все ваши цели достигались легко и непринужденно. Верьте в себя, и все получится. Всем до свидания.